Опять галюны. Ладно, стоит все-таки сделать это. Всем привет, как там Гурбу? Понятно, уже вышло обновление 1.15.9.9, пока я спал. Ладно, придется дропнуть обзор. Куда тут жмать? Новый Гурбокс — это совсем не то, что было раньше, а намного лучше. Не грех влюбиться в эту игру и жениться на ней. Да вы посмотрите, это как будто что-то из разряда «Я не видел ничего лучше этого, весь мир преклоняется на коленях перед этой красотой». Хотя рано хвалить, ведь я еще не рассказал, что появилась Гурбокс с того момента, как мне внезапно стало похуй. Это было 2 месяца назад. Бам нахуй, трассировка лучей, сюда просто, что это за соска? Теперь смотреть на свет действительно невозможно, как и в жизни. Так еще тени стали адекватней. Я как будто играю в Майнкрафт с крутыми шейдерами. Возможно, ты скажешь, что теперь должно жутко лагать, но я тебя обрадую. Разрабы починили оптимизацию, и теперь лагать у тебя будет только тогда, когда я скажу. В целом, заспамив около 10 бомжей, игра вполне себе вывозит, учитывая, что раньше она хотела сделать загранпаспорт и уехать жить. Сейчас же мало того, что все красиво и вкусно, так еще и не лагает. Погодите. Главный персонаж с хентая, с тентаклями или просто темный мутант почему-то начал вонять и искажать рядом с собой свет, из-за чего лагает. Это минус, как и то, что пропал тот самый Гастон с карты Pillars. Да, я знаю, что он пропал уже давно, просто мне его будет не хватать. Хотя этот траур можно запить тем, что еще с того времени, когда динозавры делали динозавриков, в игре были турели. Их фишка была в том, что они стреляли по всему живому, но исправно работали. Позже F2 Games зачем-то и почему-то их удалили, и вот только сейчас они вернулись снова. Но, к сожалению, турели теперь стреляют только по мутантам и другим злым NPC. Быстро пробежимся по самим турелям. Миниган, снайперка, гранатомет, огнемет и дробовик. Хотя дробовик стреляет как полное говно, и сами турели очень легко уронить или вывести из строя. Но мы же простим это нашим любимым разработчикам. Также прокачали машины. Если раньше управление этих колымак было похоже на вождение картошки, то сейчас даже дрифтить можно, хотя все еще не идеально. Новые машины. Lamborghini, трактор, бронемобиль и все. Зато появился такой всратый режим, в котором мы можем находиться в машине, используя оружие и разрушители реальности. Возможно, разработчики хотели, чтобы мы могли эпично, уходя от погони, высунуться из окна и начать перестрелку, но пока как-то не очень. Кстати, вы заметили, почти все иконки в игре переработаны, и это очень круто. Также вывели некоторые иконки на экран. Это показатель здоровья, одышка, ну и прочее. Для того, если вдруг вы случайно не заметите, как будете терять здоровье. У некоторых предметов, которые являются просто декором, также появились функции. Звонок звенит, а вся еда, которая является едой, может съедаться. Так и еды стало больше. Например, появилась селедка и другие напитки. Это энергос, содовая и хлорка. Что мне больше всего понравилось, это добавление нового оружия, а точнее минигана. И хотелось бы, чтобы разрабы сделали для него в скором времени переработку стрельбы и перезарядки, как это есть на калаше и на первом пистолете, с которого так классно сносить головы нашим NPC, к которым мы плавно переходим. И да, у NPC стало более детализированное разрушение. Например, можно повторить укус 87 из FNAF, или наблюдать, как твоя жертва бьется в конвульсиях от боли. А еще появились женские NPC, но их шанс появления настолько мал, что я только на этапе монтажа заметил, что они вообще есть. Вдобавок, кровь стала реалистичней и сделали такую функцию наложения ее друг на друга. То есть капли не будут собираться в одну огромную лужу крови, а теперь они просто превращаются в такой хаотичный узор. Новых NPC не появилось, за исключением фановых. Это Некторы, Фалвин и Джасфи. Но в целом я не расстроен. Я бы мог еще рассказать про телефонные издания, но F2 Games настолько крутые, что портируют обновления сразу на оба устройства. А значит, телефоны Гурбоксы и ПКшные будут идентичны, за исключением того, что телефоны имеют рекламу и иногда лагает, а так супер. Напоследок давайте посмотрим, что добавили разработчики в последнем обновлении и что, возможно, я не заметил. Добавлены новые звуки Гаредалов. Добавлены эффекты постобработки. Добавлены таблички, на которых можно отображать текст. Добавлено предупреждение перед падением без сознания. Добавлена настройка для изменения угла обзора. Добавлены 2 новых Next Bots. Я не знаю, что это. Изменены значки почти всех пунктов меню появления. Капитальный ремонт фонаря, улучшение визуальных эффектов и звуки в RCV2. Улучшенные визуальные эффекты дульных вспышек. Улучшенный УИ.
Уи. Слайды теперь анимированы для всех видов оружия. Добавлено 5 турелей. Добавлены серверы, защищенные паролем. Добавлен новый облик босса и оружия. Итак, в основном я все рассказал. Локации так и не переделывали, баги не чинили, хотя баг с тем, что машина могла просто не завестись, благо пофиксили. Ну и пасхалки вместе с новыми зацепками для теории не добавили. Маска Гарри так и не пропала, и мне больше всего кажется, что возможно Горбокс уйдет от канона, как это сделал Бравл, и перестанет продвигать сюжет. Но это не точно. Всем спасибо за просмотр, если есть вопросы, задавай их в комментариях или пиши мне в личку. Также не забывай подписываться и продвигать ролик. Пока.